Чернобыльские токсины сегодня. Выявление сохраняющихся опасностей. Чернобыльская катастрофа 1986 года в Украине продолжает влиять на людей, спасателей и окружающую среду в регионе. Четверть территории Беларуси также была сильно загрязнена радиацией. Необитаемая зона отчуждения реактора. Реактор расположен в зоне отчуждения, которая непригодна для проживания из-за высокого уровня радиации. Независимо от радиации, люди по-прежнему посещают или живут слишком близко к радиационным местам. Да, вы меня услышали. Некоторые люди предпочитают жить в этой зоне, несмотря на риски для здоровья. У людей нет причин принимать такое решение, когда вокруг них целый мир, в котором они могут жить безопасно. Воздействие радиации на здоровье можно избежать ввиду известных рисков. Человек должен выбрать более безопасное место для жизни. Воздействие радиации реактора на здоровье. В ходе работ по очистке рабочие подверглись высокому уровню радиации. Через много лет после работы рабочие заболеют раком. Чернобыль 1986. Ответ. После катастрофы более 6000 спасателей работали над очисткой и локализацией объекта путем удаления загрязненной почвы и мусора, а также строительство саркофага для удержания реактора. Саркофаг содержал кариумную лаву, радиоактивную пыль, уран и плутоний и был рассчитан на 30 лет до 2016 года, но был построен плохо. Передвижная конструкция для хранения саркофага. В 2015 году началось строительство нового здания безопасного заключения стоимостью 2,15 миллиарда евро. Эта защитная конструкция является самой большой передвижной конструкцией, построенной в 2016 году, а затем перевернута на старую конструкцию. Если вы войдете внутрь, смерть неминуема через несколько минут. Радиационное отравление и последствия. Радиация вызывает как немедленные, так и долгосрочные последствия для здоровья. Смерти от радиационного отравления произошли в течение нескольких недель после Чернобыля. В последующие годы рабочие стали страдать от рака и опухолей, включая лейкемию, рак щитовидной железы и т.д. Количество воздействия приводит к тяжести последствий. Чтобы контролировать воздействие, рабочие носили дозиметры, измеряющие уровни. По достижении определенных уровней рабочие отстранялись от работы на объекте. Сегодня люди живут в зоне. Несмотря на радиационные риски, люди по-прежнему живут в зоне, хотя жить там небезопасно из-за уровня радиации. Распространяющиеся токсины остаются в окружающей среде, вызывая смертельные долгосрочные последствия радиационного воздействия. В этой зоне чаще встречаются врожденные дефекты. Люди живут здесь по предполагаемой необходимости или желанию вернуться в свои дома.
Правительству необходимо найти этим людям новые дома на безопасной земле в другом месте. В 2023 году люди должны быть немедленно переселены, и мы никогда не должны допустить, чтобы подобная ситуация сохранялась в жизни общества. Радиационные риски известны. Почему люди до сих пор живут в этой зоне? Правительство подвело этих людей. Почему не происходит переселение жильцов? Вокруг зоны отчуждения реактора также должна быть буферная зона с меньшим риском. Запрещается проживание в пределах зоны или окружающей буферной зоны. Правительственные чиновники должны требовать переселения, и вместо этого правительство должно предоставить этим людям где-нибудь дешевое жилье. Правительство должно выделить землю с небольшими домами бесплатно для этих людей, потому что они всегда будут жить со смертельными долгосрочными последствиями радиации. Вы живете только один раз, и они заслуживают каких-то государственных субсидий или действий в условиях этого кризиса. Украина – война. Солдаты не должны проходить обучение в этой зоне. Они могут тренироваться где угодно, почему выбирают именно здесь? Реальная жизнь. Вышеупомянутая статья основана на выводах из моего нового любимого исторического источника Real Life Laur, который создает контент с большой детализацией и точностью. Я проверил их методы исследования, согласно которым каждое видео подвергается столь высокому уровню анализа для получения информации, которая иногда не является общедоступной, если вы не знаете, где ее найти. Real Life Laur включает в себя великолепную анимацию и подробную информацию. Надеюсь, вам понравилась статья выше, и обязательно посмотрите их видеоролики на YouTube бесплатно. Спасибо всем, кто присоединился ко мне в этом видео. Обязательно подпишитесь и нажимайте на видео, показанные здесь, чтобы посмотреть больше видео и улучшить свою жизнь.